Друзья, здравствуйте. Вот скажите мне, вам не раз же попадалось в интернете видео с названием в духе «Экзорцист в церкви или в монастыре изгоняет беса». Под ним сразу два типа комментариев. Первые пишут: это психи, это шизофрения, а не дьявол. Вторые пишут: только молитва и помогает, а медицина от лукавого. А между ними ведь ничего, ни иронии, ни аналитики, ни попытки понять, откуда у этой темы столь глубокие корни. А корни там, где заканчивается контроль, где медицина не помогает, где технологии бессильны, где человек остается один на один с чем-то сверхъестественным, с тем, что он не может объяснить. Там и начинается экзорцизм. Мы привыкли думать об изгнании бесов как о чем-то средневековом. Горят костры, латинские какие-то, длинные цитаты, полусумасшедшие монахи. Или киношный вариант. Вращается голова, зеленая жижа, старый-старый актер Макс фон Сюдов с вечной тенью под глазами. Но настоящая история экзорцизма гораздо тише, мрачней и, пожалуй, страшнее, потому что она реальна. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Это не будет рассказ о чудесах, это попытка разобраться, как в цивилизованном мире 21 века до сих пор существуют практики, официально направленные на борьбу с невидимым врагом. Кто эти люди, которые проводят обряды экзорцизма? Кто этих обрядов требует? Где граница между религией, психологией, между верой и насилием? Давайте приступим с вами к изгнанию бесов. В 1973 году в кинотеатрах Нью-Йорка творилось что-то необъяснимое. Снаружи, помимо экзальтированных зрителей, обязательно дежурили парамедики и несколько карет скорой помощи, чтобы помогать людям справиться с безумием и истерикой, которые их накрывали после просмотра фильма. Внутри в кинотеатре люди натурально падали в обморок прямо в зале. Были зафиксированы случаи сердечных приступов. В газетах писали о проклятом фильме, а проповедник Билли Грэм даже с церковной кафедры кричал, что дьявол сидит в каждой коробке с пленкой. Все это сопровождало шедевр Уильяма Фридкина, фильм «Изгоняющий дьявола», который реально привел к культурному землетрясению. До этого Голливуд, конечно же, знал хорроры, но исключительно про зомби, вампиров, призраков, а тут зрителю показали другое. Не условную нечисть какую-то фантастическую, а девочку-подростка, которая могла жить по соседству с вами. Девочку, которая материлась голосом демона, ломала себе позвоночник и плевала в лицо священнику. В какой-то момент кино перестало быть развлечением и стало чем-то вроде духовного опыта. И как доказательство известны сотни случаев, когда сразу после просмотра картины зрители шли не домой, а прямо в церковь и часами стояли уже в других очередях, ожидая отпущения грехов. Кроме того, сама съемочная площадка оказалась в чем-то проклята. Сначала жуткий пожар спалил почти все декорации, за исключением, что особенно символично, спальни девочки, где происходил обряд экзорцизма. На съемки тут же пригласили священника, чтобы от греха подальше, так сказать. Но самое жуткое, что 9 человек, так или иначе связанных с картиной, погибли во время съемок или сразу после завершения съемок. А именно, несколько актеров, крестной артистки Линды Блэр, сыгравшей девочку, брат Макса фон Сюдова, сыгравшего экзорциста, а сын Мерседес МакКембридж, которая подарила голос демону, тот вообще сначала убил жену и 2 дочерей, а затем покончил с собой. Фридкин сделал кино, которая уничтожила грань между мистикой и документалкой. Уже больше 50 лет прошло, а «Изгоняющий дьявола» по-прежнему занимает первые строчки во всех кинорейтингах. Он удостоен 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года. В результате миллионы людей по всему миру теперь представляли себе одержимость именно так. Распухшее лицо, вывернутые суставы, мерзкий басовый голос. «Изгоняющий дьявола» породил моду, которая не утихает до сих пор. Сотни фильмов, десятки сериалов, мемы бесконечные. Экзорцизм превратился из ритуала для посвященных в массовый продукт. В такой же, как зомби-апокалипсис. Причем зрителя накрывало ведь не спецэффектами, а реализмом. А тут еще самое главное. В основе сценария это лежала правдивая история.
Автор книги, а затем и сценария, по которому был снят фильм, Уильям Питер Блетти, наткнулся на отчеты о реальном случае экзорцизма, произошедшем в Америке в конце 40-х. Именно там все и началось. С конкретного подростка, с конкретной семьи, из конкретных священников, которые уверяли, они столкнулись с самим дьяволом. Еще когда Блетти учился в Джорджтаунском университете, один из преподавателей этого иезуитского учебного заведения, отец Томас Бермингем, предложил ему, одному из лучших студентов, взять темой диплома проблему вселения нечистой силы в человека. С этого момента у Блетти началась страсть ко всему мистическому. И пусть потом он поработал военным дипломатом в Бейруте, написал несколько вполне успешных книг, был сценаристом голливудских комедий, даже сам снимался в нескольких фильмах. Но, как он сам говорил, все это было не его, ну и денег особо не приносило. И тут он вспоминает, что в конце 40-х, еще он студентом был университета, впервые он услышал историю об изгнании беса из 14-летнего мальчика в городке Маунт-Райнер, что в штате Мэриленд. И вот Блетти начал рыться в архивах и нашел в них нечто совершенно невообразимое. В документах того времени фигурировал мальчик под псевдонимом Роланд Доу. Реальное имя до сих пор стараются держать в секрете. Католическая церковь официально не разглашает личности жертв экзорцизма. Но в архивах и воспоминаниях священников сохранились детали. Итак, зима 49-го года. Семья подростка столкнулась со странными событиями. Ричард был единственным ребенком, который никогда не создавал проблем. Однажды его навестила тетя и привезла в подарок дощечку для спиритических сеансов, которые должны управляться духами. И вот они вдвоем часами пытались установить контакт с потусторонним миром, откройся. А потом вдруг появился звук капающей воды, который был слышен каждую ночь. Но в доме ни один кран не протекал. Семья, конечно, в недоумении. А спустя какое-то время тетя, которая дощечку-то эту привезла, внезапно скончалась, хотя ничем не болела. Ричард был безутешен. В последующие ночи звук падающей воды усилился. А потом начался настоящий полтергейст. В дневниках описано: мебель дрожала, кровать с мальчиком поднималась над полом, царапины появлялись на его теле прямо на глазах у свидетелей. Несколько раз на коже проступали слова, причем так, будто кто-то писал их невидимым ножом. Сюрреализм приобретал угрожающий оборот. Психиатры были бессильны. Тогда родители, которые были лютеранами, обратились к пастору, только вот лютеранская церковь не имеет дел с содержимостью. Потом обратились к католикам. Приглашенные священники читали молитвы, но симптомы просто ужесточались. По свидетельствам, ребенок говорил голосами взрослых мужчин, кричал на латыни, которую никогда не изучал. И вот тогда святые отцы решились на обряд экзорцизма. Было получено разрешение архиепископа с условием, что проводящие ритуал изгнания бесов будут направлять ежедневный отчет о том, что происходит во время сеансов. В операции участвовало 2 священника. Основной – отец Уильям Боудерн из университета Сент-Луиса и врач. Процесс был документирован. В отчетах упоминается: пациент реагирует на священную воду, проявляет агрессию при контакте с крестом, орет непристойности и пытается сорвать одежду с клириков. Сеансы длились почти месяц. Священники молились, читали молитвы из особой книги «Ритуале Романиум». Мы о ней еще подробнее поговорим. Мальчик бился в конвульсиях, плевался, ревел. Финал наступил в апреле 49-го года. Последняя запись в дневнике отца Боудерна такая: демон назвал себя, закричал, что уйдет, после чего ребенок погрузился в спокойный сон. На следующий день ребенок проснулся и, по словам очевидцев, был совершенно нормален. Спустя годы, и это редчайший случай, настоящее имя Роланда Доу было рассекречено. Предполагается, что этим мальчиком был Рональд Ханкелер, который впоследствии работал в НАСА и участвовал в подготовке космических миссий «Аполлон». Умер он, да буквально вчера, в 2020 году. Как бы то ни было,
этот случай экзорцизма 49 года католическая церковь признала успешным. Для семьи это было избавление, для священников – доказательство силы ритуала, а для журналистов, которые спустя годы раскопали материалы – история века. И вот именно она легла в основу романа Блетти, а затем фильма Фридкина. Можно, конечно, к этому делу относиться как к мистике, можно как к тяжелому психическому расстройству подростка, осложненному религиозной истерией. Сейчас многие врачи говорят о том, что это могла быть и особая форма височной эпилепсии, при которой пациенты страдают галлюцинациями и агрессивными маниями. Или маниями, как говорят врачи. А может и вовсе мальчик все наврал, придумал. Просто хотел привлечь к себе внимание, переходный возраст. А когда пришли священники, ему же вроде пришлось продолжать игру. Только вот никто же не понимал, где реалии граничат с безумием. Тем более, что после того, как дьявол покинул тело Роналда, мальчик ничего не помнил. В общем, факт остается фактом. Этот случай стал фундаментом всей массовой культуры про одержимость. Именно отсюда началась современная история экзорцизма. А вот истоки его уходят в глубокое прошлое. Вообще, само слово «экзорцизм» происходит от греческого «экзосия», то есть «клятва». Экзорцировать значит не столько изгонять, сколько привести духа или демона к присяге. Призвать высшие силы, чтобы они принудили существо действовать вопреки его желаниям. Но только если вы думаете, что экзорцизм – это про католических священников с распятиями, что-то про средние века и священную инквизицию, вы глубоко ошибаетесь. Первую в мире инструкцию по изгнанию духов написали шумеры. Те самые, кто изобрел колесо, письменность и бюрократию. Еще в 3-м тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, где стояли дома из обожженного кирпича, где повсюду витал запах паленого на жертвенных кострах мяса, а в домах таблички из глины, на которых первые в мире инструкции по экзорцизму. В Британском музее вы до сих пор можете увидеть такую табличку с текстом. Цитирую: «Если демон вселился в человека, возьми муку, смешай с водой, прочитай заклинание и выгони его вон». Такой вот рецепт для изгнания нечисти. Шумеры верили: вокруг нас толпы демонов. Ты их не видишь, но они здесь. Они дышат твоим воздухом, заходят в твой дом, садятся тебе на грудь по ночам. Заболел? Это не вирус, а злой дух вселился в легкие. Начал бредить? Значит, демон в мозгах. Для борьбы с этим существовали ашипу-жрецы, экзорцисты. Значит, они лепили глиняные фигурки и переселяли в них демонов. Потом куклу уничтожали. Тот же принцип, что сегодня с крестом и молитвой, только погрубее. Важный момент. Шумеры не столько молились, сколько работали. Их заклинание – это как технический мануал. Какой демон? Его точное имя. Специализация демона. Какой ритуал? Ингредиенты, какие слова, какие действия. Как проверить результат? Кажется, что первые экзорцисты были не шаманами, а айтишниками по устранению неполадок в войне с демонами, ну или заклинателями какого-нибудь чата GPT. В Древнем Египте экзорцизм уже слился с медициной. Ты приходишь к врачу, у тебя судороги, крики, бессонница. Ну, сегодня бы тебе поставить диагноз – эпилепсия или шизофрения. Египетский же врач листал папирус и выписывал рецепт. Травы, масла, заклинания. Египтяне подошли к вопросу системно. Лекарство лечит печень, а заклинание лечит душу. Врач одновременно и фармацевт, и экзорцист. Таблетки не работают без слов. Чтобы изгнать злого духа, египтяне привязывали одержимого к кровати на ночь и читали 2 заговора, один вечером, другой на утро. А вообще египтяне, по сути, лицензировали экзорцизм. Только храмовые специалисты имели право легально изгонять духов. Все остальные считались недобросовестными конкурентами, жуликами, которых отдавали под суд. Ну а дальше греки, римляне, они превратили изгнание духов в бизнес-модель. Хотите – идите к оракулу. Хотите – нанимайте частного экзорциста. В Древнем Риме была даже официальная профессия – заклинатель. Он ходил по домам и избавлял от нечисти за деньги. А греки вообще придумали демонов-посредников. Философы вроде Платона уже всерьез рассуждали о настоящих духах, которые могут поглотить человека. Ну, только это в высшем свете, а на базаре все было, конечно, попроще. Если человек кричал чужим голосом – одержим.
Именно тогда главным открытием античности стало то, что слово может изгнать духа. Логос как оружие. Не железо, не огонь, а именно слово. Но эта идея потом, в общем, станет сердцем христианского экзорцизма. В общем, в разные времена, в разных частях света у одержимости были свои признаки. Хотя были и общие закономерности. Чаще всего жертвы теряли власть над своим телом. Это и непроизвольные движения, и конвульсии, и изменения голоса. Порой у одержимых появлялись необычные способности, вроде нечеловеческой силы. Более того, злые духи порой вторгались даже не в отдельных людей, а в дома и даже города, для чего тоже требовался обряд экзорцизма. Перуанские инки устраивали ежегодный праздник Ситуа, призванный изгонять всякую нечисть из столицы. Японцы нечто подобное под названием Сэцубун делали у себя в Японии. Шаманы по всему миру часто впускали духов в свои тела или делали одержимыми всех вокруг, что порой приводило к оргиям. В храме Аполлона в античном Аргосе жрицы-девственницы пили кровь жертвенных ягнят, а во время обряда культа Дионисия греки при помощи вина и секса доводили себя до дикой одержимости. Доводили так, что в 186 году до нашей эры римские власти запретили эти вакханалии, а нарушителей казнили. Ну, в Библии все еще жестче. Там демоны уже не просто духи, это орудие Бога. Хотя в Ветхом Завете почти нет одержимости. Там есть грехи, есть наказание, но войны с демонами нет. В первой книге Царств царь Саул сходит с ума, потому что злой дух от Господа мучает его. Спасает его музыка, простая арфа его спасает. Звуки арфы выталкивают дух. И это первый библейский сеанс. Саундтрек против безумия. А вот с приходом Нового Завета ситуация радикально меняется. Иисус превращает экзорцизм в главное доказательство своей силы. В синагоге он говорит одержимому: «Замолчи и выйди». Человек падает в конвульсиях. И все. Без драматургии, без спецэффектов. Слово оказалось сильней. На Гадаринской земле Христос изгоняет легион бесов и переселяет их в свиней. Стая бросается в море и тонет. Это уже какой-то хоррор. Но для первых христиан главное, что слово сильнее всего. Иисус не использует заклинания, в отличие от шумеров и египтян. Он не требует денег, в отличие от римлян. Он не боится демонов, в отличие от всех остальных. Он просто закрепляет право Бога на практику. Ни маги, ни жрецы, ни шаманы. Сила только у тех, кто действует во имя. Только вот дьявол может поселиться не в одном человеке. Как там в Евангелии описывается изгнание бесов? Что кричит Иисусу демон? Помните эту фразу? Ну, все ее знают. «Имя мне легион». Поэтому уже в III веке экзорцизм становится профессией. Такая вот официальная должность. Римский папа Корнелий пишет следующее. Они не мистики, а функционеры, клерикальные заклинатели, которые помогают нам готовить новообращенных, сопровождают их молитвами, следят, чтобы никакой дух не мешал. Ритуалы эти были жесткими, состояли из двух частей. Сначала экзорцист укреплял себя молитвами, затем бес, часто упоминаемый экзорцистом, подвергался оскорбительным нападкам, и ему приказывалось покинуть тело одержимого. Считалось, что выздоровление наступает с обретением человеком своего прежнего состояния, которое у него было до одержимости. Ну вот представь себе толпу верующих, которые в темном помещении бросают тебя на землю, окружают тебя и орут: «Отрекись!» Это уже не мистика, это психологическая техника, способ перепрограммировать человека. Ну и вот посмотрите, от шумеров до первых христиан линия-то простая. Бес вселяется, человек страдает, приходит специалист, изгоняет беса. Методы разные. Глина, арфа, рыба, слово. Суть одна. Власть над невидимым миром принадлежит тем, кто умеет говорить правильные слова. То есть экзорцизм – это не только борьба со злом, это инструмент власти. Кто умеет изгонять, тот имеет контроль над обществом. Только впоследствии церковь бюрократизировала процесс. Как? Это самое интересное. Вот вы думаете, одержимость – это когда человек бьется в конвульсиях, а священник орет: «Выходи, бес! Выходи, нечистая сила!» В средние века
к этому подходили с таким же бюрократическим пристрастием, как сейчас к проверке налоговой. Никакой мистики, чистая работа с человеческим мозгом. Вот представьте себе, 5 век. В воздухе чума, страх. Церковь наводит железный порядок, отлаживая конвейер по изгнанию бесов. Город Вьен, что в нынешней Франции. Сын хозяина богатого дома бьется в припадке. Но это не просто эпилепсия. Он рвет цепи, орет голосами мертвых, выдает такие семейные тайны, что родня бледнеет. Это уже не болезнь, это пиар-акция дьявола. Врачи бессильны, они решают вызвать епископа. Так в доме появляется Клавдиан Мамерт. И он проворачивает с юношей и с его семьей просто мистическую феерию. Он превращает дом в настоящую штаб-квартиру. План Мамерта безупречен. Первое. Он создает настоящую информационную блокаду. Он объявляет по всему городу 3-дневный пост, делая жителей соучастниками ритуала. Голодные желудки горожан должны оказать психологическое давление на демона. Потом он решает, что называется, вести протокол допроса. Мамерт теперь не просто священник, он настоящий следователь. Он кричит юноше: «Назови свое имя, звание и причину незаконного проникновения демона в тебя». Обессиленный выдает информацию, Мамерт фиксирует. После идентификации часы молитв. И дух, согласно записям, уходит с великим шумом. Юноша жив, семья в шоке и жертвует все состояние на церковь и больницу. Это просто спецоперация какая-то. Мамерт не только изгнал беса, он прикрыл дьявольский бизнес и получил финансирование на новые проекты. Вот это настоящий успех. С тех пор церковь всячески поощряла экзорцизм. Он идеально вписался в мрачнейшую эпоху инквизиции. Кто не видел, посмотрите передачу про инквизицию на нашем канале. Если на протяжении долгого времени экзорцисты черпали информацию о том, как именно следует изгонять демонов, и черпали они ее в основном из некоторых отрывков из Библии, парацерковных обрядов и народных преданий, то уже в 15 веке появились первые подробные руководства для экзорцистов, мануалы, которые пользовались большим спросом. Например, книга «Молот ведьм». Ее авторы Крамер и Шпренгер в 1486 году создали, по сути, первый в истории медийный хит, превративший экзорцизм в паранойю. В 1523 году Альберто Кастеллани написал книгу жрецов, которую Папа Римский Леон X официально одобрил как единственное действующее руководство для борьбы с нечистой силой. Теперь изгонять демонов могли исключительно священники, что, конечно, сразу возвышало их над мирянами. А сами обряды отныне были только публичными. И экзорцист больше не смел проводить ритуалы без свидетелей. Это защищало священников от части подозрений в изнасиловании одержимых женщин, например, а еще превратило экзорцизм в шоу-бизнес, массовое зрелище и орудие пропаганды католицизма. Нередко ритуалы проводились на городских площадях. За некоторыми особо громкими обрядами следила многотысячная толпа. Ну это ж какое милое развлечение. Бесплатно посмотреть на беснующихся одержимых, а если особо повезет, то и на их смерть. Хроники Средневековья полны описаний этих самых одержимых. Немецкие источники фиксируют истории девушек, которые изрыгали гвозди и стекло. В Италии рассказывают о крестьянках, чьи тела покрывались демоническими знаками. А в Испании о монахах, которые орали голосами женщин. Но вдруг вполне себе отлаженная система дала сбой. В 1609 году в монастыре Урсулинок в городе Экс-Ан-Прованс 2 монахини, Магдалина и Луиза, показали признаки одержимости бесом. Они тут же были переданы в руки экзорцистов. И вот во время ритуалов, впадая в конвульсии, они вдруг заявили, что вселился в них бес, которого мы знаем как марсельского священника Луи Гоффриди. Не мы знаем, а они, в смысле, знают. Ну его тут же схватили, арестовали, провели обыск. Во время обыска ничего не нашли. Потом начали искать у него стигматы. И под пытками они каким-то образом проявились у него на теле.
В итоге признательное показание, согласно которому он вместе с Люцифером часто посещал шабаш, на котором Магдалина и отдавалась ему. В общем, сожгли священника. А папский престол серьезно задумался. Это как так? Инквизицию, конечно, никто не отменял, но чтобы дьявол вселился в служителя церкви, это как-то негоже. И вот в 1614 году Святой Престол решил обуздать мракобесие. После века охоты на ведьм, где каждый второй священник был экзорцистом, а каждый третий – психопатом, Риму потребовалось навести порядок. И он решил регламентировать войну с дьяволом по пунктам, выпустив первое официальное руководство для экзорцистов – ритуал Романиум или римский ритуал. Но начнем с того, что это кодекс для приходских священников. В нем прописаны все сервисы католической жизни. Крещение, отпевание, венчание и отдельной главой экзорцизм. То есть изгнание демонов официально встраивается в повседневную работу церкви, наравне с браком или с похоронами. И что же там прописано про экзорцизм? Там все жестко по пунктам. Быть чистым, исповеданным, постящимся. Не должен позволять никаких импровизаций, только утвержденные молитвы. С демоном запрещено разговаривать дольше, чем необходимо. Но главное, отменялись все эти столь любимые народно-массовые шоу, о которых мы уже рассказывали. То есть теперь запрещалось устраивать спектакль на городской площади и собирать там толпу. Изгнание дьявола отныне превращалось в дело интимное, исключительно для близкого круга. Кроме того, теперь священник, прежде чем начинать обряд, должен был убедиться в том, что подопытный здоров, что у него нет лихорадки, приступов эпилепсии, истерии, что он не симулянт. То есть за 400 лет до того, как это стало мейнстримом, Ватикан прописал необходимость медицинской диагностики. А еще были наставления по правильному дыханию и указания не повышать голос. Согласитесь, это даже не ритуал уже, а мануал, техническая инструкция, как не навредить пациенту. Самое жесткое правило. Если бес начинает через одержимого оскорблять священника или предсказывать будущее, нужно немедленно прекратить обряд. Почему? Потому что церковь знает, это классические симптомы тяжелейшего психического расстройства, а не мистики. В общем, ритуале Романиум – это не сборник заклинаний. Это документ по кризисному менеджменту, который пытается защитить одержимого от шарлатанов, а священника от ошибок и, соответственно, церковь защитить от скандалов. В начале 17 века Европа разрывалась от религиозных войн. Протестанты наступали, католическая церковь теряла позиции. И вот здесь экзорцизм очень пригодился, став оружием в идеологической войне. Католики утверждали, у протестантов нет силы изгонять демонов. Только настоящая, то есть исключительно католическая церковь обладает этим правом. Ритуале Романиум превращался в паспорт католической идентичности. Но если на бумаге Ватикан пытался дисциплинировать обряд, меньше шоу, больше молитвы, то на практике все вышло наоборот. Так как инструкция сделала экзорцизм юридически легитимным, то теперь у священников были не какой-нибудь там блок, а лицензированный сценарий с печатью Рима. И именно после этого начинается бум громких случаев одержимости, когда демон, что называется, становится не легендой, а частью политической игры. Театр бесов вышел на европейскую сцену во всей красе. Добро пожаловать в расцвет безумия, в город Луден. Здесь в 1634 году, то есть спустя ровно 20 лет после принятия римского ритуала, прошел самый громкий обряд по изгнанию нечистой силы в 17 веке. А экзорцизм превратился в идеальный способ устранения неугодных людей. Классика. И в этой классике, как в лучшем психологическом триллере, смесь религии, секса, политики. Главное действующее лицо – местный священник Урбен Грандье, молодой, красивый, умный, амбициозный, но слишком независимый. У него были враги, коллеги по церкви, горожане, которых раздражало его свободолюбие. Ну и главный враг, не поверите, сам кардинал Ришелье, которого Грандье
высмеял в своей сатире. И вот настал момент, когда он уже всех достал. Но как избавиться от священника? Не стрелять в него, не травить же. Надо это сделать по-религиозному и очень изысканно. Место для возмездия подбирается тщательно. Им становится местный монастырь урсулинок. Его настоятельница Жанна де Анж, по-русски ангельская Жанна, а в миру баронесса де Биклиер, по распоряжению местной знати и заручившись поддержкой самого Ришелье, начинает симулировать одержимость. Вскоре к ней присоединяются почти все монахини. Обитель превращается в сумасшедший дом. Монахини катаются по полу, несут всякий бред. Стигматы на руках рисуют. Ну, раз такое дело, то в монастырь сразу присылаются опытные экзорцисты. И они начинают свои ритуалы по изгнанию сатаны. И в ходе этих сеансов девицы, естественно, продолжают биться в истерике, орут всякие непристойности, корчатся на полу. Нарушая все приложения, ритуале Романиум, в монастырь запускают толпы зевак. А разве как такое можно пропустить? Когда, например, на глазах зрителей демона Асмодея изгнали из самой настоятельницы при помощи огромной клизмы со святой водой. А всего якобы в женщине сидело 7 бесов. Но главное, опять же, по четко прописанному сценарию, словно очнувшись на минуту от присутствия в них бесов, все без исключения монахини начинают утверждать, что одержимость на них наслал Грандье. А все произошло, когда он в образе сатаны перебросил через стену монастыря букет цветов. А далее они начинают описывать сексуальные, в кавычках, конечно, контакты с Грандье во всех пикантных деталях. Свидетели едва сдерживают возбуждение. И вот уже по личному приказу Ришелье священник Грандье арестован. Его пытают, чтобы получить доказательства. Ноги ему дробят железными сапогами, вины он не признает. Тогда предъявили, внимание, его договор с дьяволом. Кому интересно, это можно найти в архивах. Представьте себе, были подделаны подписи бесов и асимметричная подпись самого сатаны. В итоге Грандье был осужден, приговорен к смерти и сожжен на костре. Монахинь при этом типа того исцелили. Ришелье получил контроль над городом. По факту это был уже не экзорцизм, а настоящая зачистка. А дьявол в Лудене оказался не мистикой, а политическим инструментом. О луденских дьяволах впоследствии написали и Александр Дюма, и Олдос Хаксли, и Жюль Мишле. И казалось, что вместе с костром, на котором сгорел Грандье, сгорела и эпоха, в которой монахи не визжат, инквизиторы подкладывают дрова, а публика получает свое кровавое шоу. Европа шумит, но потом все стихает. Дьявол как будто бы уходит в тень. На смену одержимым приходят ведьмы, на смену ведьмам еретики, а уж дальше рационализм, просвещение и клиническая психиатрия. Карл Юнг, Зигмунд Фрейд. – 1976 год. ФРГ. Самая развитая страна Западной Европы. Автобаны, большие банки, чистота, порядок. Большая экономика, шоу-бизнес. Католические приходы подчиняются Риму. Психиатры в белых халатах Риму не подчиняются, обсуждают Фрейда. И вот в этой стерильной реальности появляется девушка по имени Аннелиза Михель. 23 года, идеальная католичка, почитает семью, посещает воскресные мессы, постоянно в молитве. В 17 лет у нее начинаются первые странные приступы. Она не может шевелиться, чувствует тяжесть в груди, иногда теряет способность говорить и не может позвать никого из близких. Семейный доктор говорит родителям: вы в больницу езжаете. Была произведена электроэнцефалограмма, которая не показала каких-либо изменений в мозгах Михель. Тем не менее, врачи предположили наличие височной эпилепсии и депрессивного психоза. И вот тут-то Аннелиза по-настоящему испугалась, но не своего состояния, а своего профессионального будущего. Она хотела стать преподавателем, причем религиозного воспитания у детей. А любой психиатрический диагноз ставил крест на ее карьере. К тому же в послевоенной Германии это вообще клеймо на всю жизнь. Это позор для благочестивой католической семьи. И все ее упорство, а именно не сдаваться, не признаваться, не ложиться в психушку, это не было силой духа, это был страх. Именно в тот момент она перестала принимать таблетки и сказала и себе, и окружающим, что болезни-то у меня никакой нет.
Во всем виноваты бесы, и я жертва одержимости. Но вот продолжение этой жуткой истории напрямую связано с одним важнейшим событием в истории Римской католической церкви, произошедшим за 15 лет до того. Дело в том, что в 1962 году под руководством папы Иоанна XXIII открылся Второй Римский собор. На нем был принят ряд важных документов, относящихся к церковной жизни. 4 конституции, 9 декретов и 3 декларации. Открывая собор, папа заявил, что целью собора является обновление церкви и ее разумная реорганизация, чтобы церковь могла продемонстрировать свое понимание, что мир-то развивается, и подключиться к процессу развития. Это действительно стало поворотным моментом в истории церкви, но понтифика поддержали далеко не все. Противники считали, что сила церкви как раз в старых обрядах, и реформа только ослабит борьбу со злом. И самое потрясающее, что именно демоны и бесы, а точнее практики их изгнания, вот что по-настоящему разделило церковь. И как покажет история, события в Баварии и частный случай Анны Лизы дали экзорцистам и противникам Второго Римского собора исторический шанс. Ну, давайте вернемся в Германию. Анна Лиза воспитывалась в строгости, была католичкой. Она с родителями как раз, они были теми, кто отвергал категорически и не принимал никакие реформы Второго Ватиканского собора. Поэтому, когда девушка в своей голове придумала это решение, что она не психически больная, а в нее демоны вселились, родители ей безоговорочно верят. Родители сразу нашли правильных священников – Эрнста Альта и Арнольда Ренца, которые с благословения епископа вместо таблеток прописали ей сеансы экзорцизма. Причем священники мотивировали свое решение тем, что Анна Лиза говорила голосами дьявола, а не Бога. А все потому, что Бог был разгневан решениями Ватиканского собора по либерализации церкви. В общем, процесс изгнания дьявола начался. Только представьте себе, 67 обрядов, 10 месяцев мучений. Записаны десятки кассет, где Анна Лиза кричит, рычит, называет себя именами, по ее мнению, настоящих демонов: Иудой, Люцифером, Гитлером. Священники продолжали свой ритуал. Состояние здоровье девушки только ухудшалось. Она разрывала одежду на теле, ела пауков, ела уголь, откусила голову мертвой птицы, пила собственную мочу с пола. В общем, в какой-то момент она полностью отказалась от еды, от воды и вместо исцеления умерла. И не от бесов, а именно от истощения. На момент смерти ее вес составлял всего 30 килограммов. Ее последние слова, записанные отцом, были такие: «Мама, мне очень страшно». Скандал взрывает Германию. Священники вместе с родителями предстают пред судом за непреднамеренное убийство. Впервые за 300 лет экзорцизм становится не религиозной драмой, а уголовным делом. На суде родители в свое оправдание опять привели тезис о том, что если бы Анне Лизе поставили диагноз «психиатрия», она бы лишилась возможности стать учителем. Подсудимые настаивали на своей непричастности и во всем как раз-таки обвиняли дьявола. В результате приговор всем 4, а именно 2 родителям и 2 священникам-экзорцистам, по 6 месяцев условно. Приговор звучал так: преступное бездействие, приведшее к смерти по халатности. Ключевая формулировка: слепая вера не отменяет личной ответственности. История Анны Лизы Михель повергла весь мир в шок. Это даже не про ужасы экзорцизма, это про цену лицемерия. Когда удобнее поверить в дьявола, чем признать, что твой ребенок сломлен болезнью, а система ему не помогла. Главное, средневековый обряд убил молодую женщину в центре цивилизованной Германии в 20 веке. И это доказательство того, что обряд 1614 года не просто архаика, а смертельно опасная технология. Урбан Грандье в 17 веке горел на костре как символ политики. Анна Лиза Михель в 20 веке умерла на полу родительского дома, как символ того, что католическая церковь так и осталась в Средневековье. Она не научилась отличать болезнь от одержимости. Она сменила костры на диктофоны. В результате кейс Анны Лизы заставил Ватикан сделать то, чего он избегал столетиями, а именно публично капитулировать
перед медициной. В 1999 году Ватикан выпускает обновленный Rituale Romanium. Только не надо забывать, что папа Иоанн Павел II, который инициировал этот процесс, был вполне себе догматиком, который, будучи епископом в Польше, неоднократно сам проводил обряды экзорцизма. В результате под его руководством вышел не сборник заклинаний, а юридический документ, где главным правилом становится сначала врач, потом молитва. Священнику вменяется в обязанность исключить психиатрические и неврологические диагнозы, то есть эпилепсию, шизофрению, истерию. Все это исключить надо через официальное медицинское заключение. Только потом, при наличии этой справки, он может запросить у епископа письменное разрешение на обряд. Ритуал теперь предписывается проводить без насилия, без угроз, без физического воздействия, только молитва и диалог. После всех нововведений экзорцизм версии 2.0 предстояло превратить в оружие массового влияния. Церковь нашла человека, который сделал ритуал изгнания бесов модным. Это отец Габриэле Аморт, главный экзорцист Рима, про которого в 2017 году документальный фильм снял сам Уильям Фридкин, тот самый автор знаменитого «Изгоняющего дьявола», с которого мы начали рассказ. А 2 года назад вышел и художественный триллер «Экзорцист Ватикана», где Аморта сыграл Рассел Кроу. Будущий священник родился в 1925 году. Его предки были юристами. Во время Второй мировой Аморт проявил себя как отважный боец в итальянском сопротивлении, параллельно продолжая изучать право. Кроме того, его отец был заместителем выдающегося политика Италии Джулио Андреотти, который стал потом премьер-министром. Но Аморт политика не интересовал, он себя посвятил служению церкви, причем исключительно обрядам по изгнанию дьявола. И вот дальше начинается самое интересное. Аморт превратил их в публичный бренд, утверждая, что провел для римской епархии десятки тысяч ритуалов экзорцизма за свою карьеру. И вот теперь, следите за руками, точнее, за его интервью. В октябре 2000 года было сообщено, что он провел более 50 тысяч экзорцизмов, продолжительность которых варьировалась от нескольких минут до нескольких часов. Утверждалось, что он встречался с дьяволом 60 тысяч раз. В марте 2010-го он объявил, что количество проведенных экзорцизмов увеличилось уже до 70 тысяч случаев. К маю 2013-го он, по его словам, осуществил 160 тысяч ритуалов. Это уже просто какой-то экзорцист-стахановец. В интервью «Корьера де ла Сера» он рассказал о своем методе. Значит, диагностика 60 секунд. Цитата. «Ко мне приходит 99% психически больных. Я это вижу сразу. Но есть 1%. Они ненавидят священное, их рвет от святой воды, они говорят на мертвых языках, которые не могли знать». Дальше он рассказал, что никогда не кричал, спокойно беседовал с бесом и вел дневник одержимости. А вот его главные заявления взорвали медиапространство. Йога – это одержимость. Это приводит к поклонению демонов. Гарри Поттер – это учебник по сатанизму для детей. Он учит лжи. Он учит тому, что магия может быть доброй. Или вот еще. Сатанисты есть в Ватикане. Кардиналы, которые не верят в дьявола, его лучшие агенты. Аморт прекрасно понимал, в 20 веке церковь проигрывает науке, которая объясняет чудеса. А люди все меньше верят в ад. Поэтому своей миссией он решил сделать возвращение дьявола в медийное поле любой ценой, даже если для этого можно назвать йогов бесноватыми, а кардиналов сатанистами. Ну а его знаменитая история про одержимого мальчика, который левитировал во время обряда, это вообще что-то удивительное. О ней Аморт рассказал, да и вообще продолжает рассказывать в каждом втором интервью. Никаких доказательств. Но СМИ подхватывали это как сенсацию. Вы только представьте, мальчик, который во время обряда поднялся в воздух и полетел на кровати. Никаких фото, видео, никаких свидетелей. Только слова Аморта. Но «Корьера де ла Сера» про это написала. BBC про это сняла фильм. И вот Аморт работает как суперуспешный медийщик. Он говорит просто жестко, на грани скандала. Его любят журналисты, его цитировали газеты. Умер он в 2016 году. Габриэле Аморте был не столько фанатиком, сколько гением пиара. Он превратил себя в бренд главного охотника на демонов Ватикана. Он дал церкви то, чего ей не хватало
медийную харизму и простые ответы в мире сложных вопросов. Конечно, он не победил дьявола, он реанимировал его для нового поколения. Он спас экзорцизм от забвения, превратив его в поп-культуру. После него число официальных экзорцистов в мире выросло в десятки раз. И вовсе не потому, что бесов стало больше, потому что спрос на них создал один человек – отец Габриэле Аморт. И пока его книги продаются, а интервью смотрят, его война с дьяволом продолжается, пусть уже и без него самого. И вот вроде мы с вами в 21 веке живем. У нас есть антидепрессанты, когнитивная терапия, томографы, научные журналы. И тем не менее, в 2018-м Ватикан организовал курсы для экзорцистов. Официальные тренинги, где священников учили правильно распознавать одержимость, отличать ее от психоза. А спустя 3 года, в 2021-м, Ватикан спокойно, без лишнего шума, обновил список своих экзорцистов. 500 с лишним человек. Никаких там монахов-фанатиков, а чиновников, прям натурально чиновники в рясах. Их телефоны вы найдете в любом церковном справочнике. Консультация стоит, извините, от 100 до 500 евро в час. И очередь расписана на месяцы вперед. А рациональные немцы? Они в 2018 году запустили курсы повышения квалификации для экзорцистов. Не в 15 веке, не в каком-то средневековье. В Мюнхене в 21 веке со справками, с сертификатами, с кофе-брейками. У поляков есть собственный журнал «Экзорцист». Это не блог, не телеграм-канал, натуральный бумажный глянцевый журнал, который можно купить в киоске. В Варшавской епархии работает колл-центр для записи на изгнание бесов. Только в 2022 году и только в Польше провели свыше 10 тысяч обрядов. А вообще, согласно официальному исследованию Ватикана, за последние 15 лет европейцы стали в 3 раза чаще звонить священникам с просьбой «И изгоните бесов-то!» Не шаманам, не экстрасенсам, а именно официальным церковным специалистам. Самое интересное, что именно когда в церквях уменьшается количество прихожан, тут же увеличивается количество случаев экзорцизма. Только в Америке по несколько тысяч в год. Ритуалы различны, цель одна – изгнание демонов. Вообще США в данный момент переживают ренессанс. Люди ищут оправдания. Каждый хочет быть жертвой. Каждый хочет избежать моральной ответственности. Надо возложить всю ответственность на кого угодно. Общество потребления, медиа, демоны. Это же удобно тоже очень. И вот пока наука предлагает долгий и мучительный путь самокопания, экзорцизм дает мгновенный диагноз. В тебе бес, виноват не ты, а дьявол. Мы сейчас его выгоним, и все будет хорошо. Это снимает груз ответственности и дает разрешение на страдания. Не нужно разбираться в сложных взаимосвязях психики. Можно просто винить древнее зло. И на помощь тут приходят новые технологии. Из мрачного ритуала в подземной часовне экзорцизм превратился в успешный международный бизнес-проект с оборотом в миллионы евро, диджитал-маркетингом и четкими KPI. Харизматичные экзорцисты ведут теперь тикток-каналы с мемами про демонов, рассылают молитвенные СМС-напоминания, продают подписки на приложения с защитными псалмами. Они снимают драматичные постановочные видео изгнания, собирают миллионы просмотров. Хэштег «экзорцизм» в десятках тысяч роликов в социальных сетях. А подписчики пишут: как понять, есть во мне бес или нет? Проверьте меня в комментариях. И не забудьте про мерч. Специальные свечи, соли, масла – все это разлетается, как горячие пирожки. Годовой оборот такого рынка в одной только Италии исчисляется миллионами евро. И вот здесь мы переходим к главному вопросу. Почему экзорцизм процветает, когда есть психоаналитики, психиатры, все это доступно онлайн и так далее? Не случайно же врачи постоянно бьют тревогу и настаивают на том, что многие, так называемые одержимые, на самом деле шизофреники, эпилептики или просто страдают тяжелой депрессией. Но вместо лечения они попадали в храмы. Там их держали за руки, на них кричали, заставляли их читать молитвы. В лучшем случае им гарантировали временное облегчение, в худшем – срыв и психоз. Где же все-таки грань между болезнью и бесовщиной? Эта грань давно стала территорией войны. Врачи твердят, есть только диагнозы, нет никаких демонов.
шизофрения, эпилепсия и так далее. Все это объяснимо. Все это прописано в международной классификации болезней. Все это лечится таблетками и терапией. Профильные специалисты приводят статистику. Большинство случаев одержимости – это исключительно расстройство психики. А видимость того, что экзорцизм излечил кого-то с симптомами одержимости, ученые связывают с эффектом плацебо. В таких случаях якобы одержимые персоны страдали нарциссизмом или низкой самооценкой и действовали как одержимые демоном, чтобы привлечь к себе внимание. Но церковь католическая возражает жестко. Для нее диагноз не отменяет демона. Шизофрения? Ну и пусть врачи лечат. Но если на литургии человек рычит, рвет кресты и впадает в транс, это значит что-то большее, что медицина просто не видит. И в свое оправдание приводит исследование, которое опубликовали в 2017 году в одном из самых уважаемых медицинских журналов «Lancet». В нем рассматривались и подробно изучались 28 случаев якобы одержимости, про которых психиатры разводили руками и никакого ответа дать не могли. Важно еще и то, что многие симптомы одержимости совпадают с клиническими картинами психических расстройств. Например, психиатрический термин глоссолалия, то есть бессмысленная речь, или речь на иностранных языках. Это может восприниматься как классическое проявление диссоциативного транса. А агрессия при шизофрении ничем не отличается от вселения злого духа. И вот уже два лагеря стоят друг против друга. В одном белые халаты и химия, в другом свечи, молитвы и ритуал. И каждый уверен, что именно он держит в руках ключ к спасению. И еще. Представь себе больного человека. Только мы еще не знаем, с каким диагнозом. Психотерапевт будет месяцами разбираться в его детской травме. Очередь к бесплатному психиатру растягивается на месяцы. Частный прием стоит дорого. А клеймо психа до сих пор пугает сильнее, чем перспектива одержимости. Экзорцизм для таких людей становится альтернативой. Священник такого пациента выслушает без осуждения, не потребует сложных анализов и даст ответ за 5 минут. В тебе бес, имя ему легион, будем изгонять. А люди порой хотят платить не столько за результат, сколько за сильные переживания. Но реальность куда жестче. Если ритуал оканчивается трагедией, в игру вступает закон. И он, в отличие от церкви, говорит предельно просто. Если человек погиб во время обряда, виноват тот, кто не оказал медицинскую помощь, как это было в Германии с Анной Лизой Михель, как было в Польше, в Италии, в США, где священники оказывались на скамье подсудимых по статьям неоказания помощи и причинения смерти по неосторожности. И суды оказываются в тупике. С одной стороны, принцип свободы вероисповедания, традиция, которую нельзя запретить, с другой – конкретные жертвы, которые могли бы быть спасены врачами. И чаще всего судьи выбирают компромисс, выносят мягкие приговоры, лишь бы не лезть в конфликт церкви и медицины. Вот поэтому экзорцизм и остается с нами и в 21 веке. Он, кажется, всегда будет существовать, пока существует страх, боль и потребность в чуде. Он всегда будет рядом с психиатрией, как темный двойник. И вот эти два мира будут постоянно спорить друг с другом. Друзья, вот сегодня мы пытались разобраться в том, что такое экзорцизм, откуда он пошел, а главное, почему он до сих пор существует и, видимо, будет существовать. Спасибо за то, что смотрите «Уроки истории». Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч!